1963 году весь футбольный мир аплодировал тебе стоя. Англичане не могли забить, Пеле называл тебя величайшим. А Франц Футбол вручит тебе золотой мяч. Награду, которую больше не получит ни один вратарь в истории. Но самое страшное в твоей жизни происходило не на поле. Пока Европа восхищалась тобой, дома тебя уничтожали. Тебе били окна, свистели с трибуны, кричали, что тебе пора на пенсию. Ты прятался от людей, хотел закончить карьеру и не понимал, как страна, которую ты прославил, так быстро отвернулась от тебя. Это история человека, который изменил футбол навсегда. Ты Лев Яшин. И это вся твоя жизнь. Ты родился в 1929 в Москве. Когда приходит война, город будто сжимается. Холод, голод, тревога. Тебе 12, и ты уже не мечтаешь. Ты работаешь. Разгружаешь эшелоны с деталями, таскаешь тяжелые ящики, чувствуешь, как руки становятся взрослыми раньше тебя. Потом станок. По 2 смены, иногда по 3. Военное время не спрашивает, хочешь ли ты спать. Кто-то говорит: кури, иначе уснешь и попадешь под механизм. Ты начинаешь курить не ради бравады, а как способ выжить на ногах. Эта привычка потом будет стоить тебе здоровья, но тогда ты об этом не думаешь. Тогда важнее не упасть. Ты получаешь медаль за труд в годы войны. А вечером, когда сил почти нет, ты все равно ищешь мяч. Потому что футбол – единственное, что напоминает. Ты живой. Во дворе никто не выбирает красивые роли. Кто-то решает за тебя. Будешь вратарем. Ты обижаешься. В твоей голове вратарь – это тот, кого поставили, чтобы он стоял и терпел. Ты хочешь бегать, быть в игре, забивать. И все равно становишься между камнями-штангами, потому что так сказали. На заводской команде все повторяется. Сначала крики, что ты неумеха, потом первые сейвы, потом уважение. И постепенно обида превращается в ремесло, а ремесло – в судьбу. В 18 лет ты впервые чувствуешь, что характер не броня, а батарея, которая может разрядиться. Ты выгораешь. Уходишь из дома, перестаешь выходить на работу. Не из злости и не из лени, просто внутри пусто, как будто выключили свет. Но в твое время пустоту не лечат разговорами. Есть закон, есть предприятие, есть тунеядство, есть страх наказания. Тебя могут реально наказать уголовно. Мир вокруг не спрашивает: что с тобой? Он спрашивает: где ты был? И ответ никого не интересует. В итоге тебя отправляют в армию. Для тебя это звучит как конец футбола, будто жизнь решила поставить точку. Но именно здесь происходит парадокс. Твоя самая слабая точка становится входом в судьбу. Потому что армия не отнимает у тебя мяч. Она неожиданно приводит к нему. Внутренние войска – это режим, порядок, строгие лица и ощущение, что ты принадлежишь системе. Но система иногда делает подарки тем, кто умеет работать. Ты попадаешь в ведомственную команду и снова становишься в ворота. Играешь, как будто это единственная свобода, которую тебе оставили. Там тебя замечают люди из «Динамо». Чтобы ты стал игроком, завод пишет увольнение задним числом. Так выглядит твой вход в большой спорт. Ты оказываешься в молодежке «Динамо». Здесь конкуренция, строгие выводы и мало терпения. Ты снова учишься начинать с нуля. Но теперь ты другой. После станка, войны и армии тебя сложно напугать тренировкой. Тебя любят вспоминать как символ надежности, но твои первые шаги – учебник ошибок. Ты играешь за молодежку и умудряешься пропустить гол сразу после выноса от ворот соперника. Потом дебют за основу. Ты выходишь за 10 минут до конца вместо травмированного вратаря, ошибаешься, и команда теряет победу. Следом матч, где «Динамо» ведет 4-1 и внезапно пропускает 3. На 78-й минуте тебя снимают. В раздевалке руководитель называет твою игру цирком и приказывает убрать тебя из команды. Для вратаря это почти смертный приговор. Твоя ошибка всегда последняя. Но именно в этот момент внутри у тебя включается знакомое чувство. Если тебя выкинули, значит, надо вернуться сильнее. 3 года без основы – это тишина, в которой легко потерять себя. Тебя не выпускают, доверия нет, люди шепчутся, что карьера закончена. Вратаря нельзя спрятать на фланге, нельзя дать 5 минут показать себя. Ты либо стоишь в воротах, либо тебя нет. Ты живешь на тренировках. Летом – трава, зимой – что угодно, лишь бы держать форму. Ты учишься терпению. В эти годы ты не становишься известным, но становишься крепким. Ты перестаешь ждать справедливости. Ты просто готовишься к моменту, когда случайно откроется дверь. И когда она откроется, ты должен быть готов не на 90%, а на 150%.
потому что второго шанса могут не дать. Пока футбол держит тебя в запасе, хоккей вдруг дает воздух. Ты встаешь в ворота на льду и понимаешь. Твоя реакция, смелость и умение читать момент работают и здесь. В 1953 году ты выигрываешь хоккейный кубок СССР, берешь бронзу чемпионата страны и становишься кандидатом в сборную по хоккею. На секунду жизнь предлагает тебе другой путь. Можно уйти туда, где сейчас тебя ценят, где ты уже трофейный вратарь, где нет футбольного клейма. Но ты выбираешь футбол. В футболе ты чувствуешь поле, слышишь движение матча и можешь менять его не только сейвами, но решениями. Этот выбор делает тебя тем, кем ты станешь. И ты возвращаешься в футбол с опытом 2 видов спорта и с характером, который уже не сломать одним словом. В мае 1953-го ты снова получаешь шанс в «Динамо». И на этот раз ты цепляешься за него зубами. Ты играешь проще, надежнее, внимательнее. Учишься не спасать красиво, а защищать правильно. Постепенно ты выигрываешь конкуренцию. В первый же год после возвращения второй в списке лучших вратарей страны. Через несколько лет твое имя слышат в Европе. France Football ставит тебя в число лучших футболистов континента, ты появляешься в голосованиях. Твоя революция начинается тихо. Ты просто делаешь то, что считаешь правильным. Тогда вратари часто стоят на линии, молчат, ждут удара. Ты так не умеешь. Ты выходишь из ворот, перехватываешь навесы, играешь на опережение. Ты кричишь защитникам, двигаешь линию обороны, будто дирижируешь. Ты бросаешь мяч рукой далеко, быстро, точно, в контратаку. Ты не просто отбиваешь, ты запускаешь игру. Ты становишься не последним, а первым игроком атаки. Сначала это называют цирком. То же слово, которое когда-то тебя унижало, теперь повторяют уже в другом смысле. Слишком необычно, слишком смело. Но оно работает. Сегодня это норма для топ-вратарей. Тогда это выглядело как нарушение правил профессии. И именно поэтому тебя запомнили не только как великого спасателя, а как человека, который расширил профессию. Ты показал. Вратарь – это не столб. Это мозг и голос команды. Победы сборной делают тебя символом. В 1956-м – золото Олимпиады в Мельбурне. В 1960-м СССР выигрывает первый в истории чемпионат Европы. Для страны это не просто спорт, это доказательство, что мы способны быть первыми. Ты становишься лицом советского футбола. И вместе с любовью приходит опасность. Символу нельзя ошибаться. Символу нельзя быть человеком. Но ты человек. Просто пока ты побеждаешь, это всех устраивает. За рубежом твое имя звучит как миф. Черный паук, черная пантера. Эти прозвища рождаются не из пропаганды, а из впечатления людей, которые видят, как ты двигаешься в воротах. В международных матчах ты производишь эффект. Ты не просто ловишь. Ты подавляешь атаки уверенностью, ты заставляешь нападающих сомневаться. Тебя приглашают на товарищеские матчи, туры, выставочные игры. Парадокс в том, что дома тебя ценят не так, как в Европе. Там слова и восхищение. Здесь сдержанность и ревность чиновников к народной любви. Ты получаешь меньше, чем молодые коллеги, потому что не просишь. Но ты не играешь ради денег. Ты играешь ради ощущения, что ты на своем месте. Ты остаешься невероятно скромным человеком, хотя мир уже считает тебя брендом. 1962 год. От сборной ждут золота, потому что иначе система подготовки не имеет права ошибиться. Вы проигрываете. И стране нужен один виноватый, чтобы не обсуждать причины глубже. Виноватым становишься ты. Газеты пишут о неуверенной игре, о легких мячах, которые ты якобы пропустил. Проблема в том, что большинство людей не видит матчей напрямую. Телевидения почти нет, трансляции редки. Информация приходит через один голос, через одну заметку, через пересказ. А пересказ можно настроить как угодно. Тебя начинают обвинять так, будто ты не ошибся, а предал. В разговоры входит возраст. Пенсионер, куда ты лезешь? Хотя тебе чуть за 30. Ты понимаешь страшную вещь. Легенду можно разрушить, даже если люди не видели ее падение своими глазами. Достаточно команды сверху и злости снизу. Ты можешь только жить дальше и ждать, когда появится шанс доказать правду на поле. Травля становится не метафорой, а бытом. Тебе свистят на улице, пишут гадости, звонят с угрозами. Доходит до разбитых стекол, до страха за дом и близких. В какой-то момент тебе приходится уехать из Москвы и спрятаться на 2 месяца. Просто, чтобы не видеть людей. Ты впервые по-настоящему думаешь закончить.
Не потому что разлюбил футбол, а потому что футбол внезапно стал опасным. Когда ты выходишь из подъезда и слышишь ненависть, трудно оставаться легендой. И тут проявляется твоя человеческая сторона. Ты переживаешь все внутри. Жена потом скажет, что ты слишком близко принимаешь к сердцу. Твой тренер возвращает тебя через дубль, через провинциальные выезды, где меньше агрессии. Ты начинаешь путь заново, с унижения. Но ты идешь. Потому что ты не умеешь бросать дело, в которое отдал жизнь. Когда тебя зовут в сборную мира на Уэмбли, это звучит как странная милость судьбы. Матч века, Англия, прямой эфир, лучшие игроки планеты. И, наконец, шанс, где никто не сможет пересказать твою игру как угодно. Ты выходишь, а англичане давят. Темп, трибуны, атаки, одна за другой. Сборная мира не собрана, оборона трещит, и ты становишься стеной. Ты берешь навесы, выходишь на перехват, отбиваешь сложнейшие удары, командуешь так, будто это твоя команда. После финального свистка трибуны встают. Стоячие овации. Английский комментатор хвалит тебя в прямом эфире. Это редкое чувство, когда чужая страна защищает твое имя лучше, чем своя. И именно это меняет все. Потому что дома теперь тоже видят. Это не миф. Это реальность. Уэмбли возвращает тебе право называться лучшим, без газетных интерпретаций. Ты снова становишься Яшиным, а не виноватым. После Уэмбли ты выдаешь сезон, который превращает сомнения в абсурд. «Динамо» играет так, что у соперников мало шансов, а ты превращаешь эти шансы в ничто. В чемпионате ты пропускаешь всего 6 мячей. Цифра, которая звучит как ошибка печатника. Но это правда. И приходит момент, когда решения принимают не в Союзе, а в мире. France Football голосует, и ты получаешь золотой мяч. Единственный вратарь в истории, который смог это сделать. Тебя будут пытаться объяснить эпохой. Мол, тогда награду мог получить только европеец. Мол, если бы можно было иначе, победил бы кто-то из великих нападающих. Но это не отменяет сути. В твое время вратарь считался обслуживающим персоналом. Ты доказал обратное. Вратарь может быть главным футболистом года. После триумфов появляются истории, похожие на легенды, но в них чувствуется правда эпохи. Говорят, президент мадридского Реала достал чековую книжку и предложил: «Напиши любую сумму и переходи». Другие игроки шутили, мол, «Попроси так, чтобы у него волосы встали дыбом». А он якобы ответил: «Подпишу любую, потому что Яшина как картина не имеет цены, и все равно ты остаешься в СССР и в Динамо». Твой выбор не про деньги. Он про верность и про реальность. В твоей стране трансферы не только футбол. Это политика и контроль. Ты остаешься в одном клубе всю карьеру. Это делает тебя своим навсегда. Но это же лишает тебя того, что могли дать западные условия. Твое здоровье – это цена 20 лет на максимуме. Язва мучает тебя годами. Колени разбиты постоянными падениями. Сотрясение – привычный фон, потому что в твою эпоху вратарей не берегли. Курение, начатое у станка, разрушает сосуды медленно, но неумолимо. Ты терпишь и выходишь. Ты не умеешь поберечь себя, потому что тебя воспитали так. Раз можешь стоять, значит стой. После карьеры тело начинает сдавать быстрее. Инфаркт, инсульт, потом гангрена. И в 1984 году тебе ампутируют ногу. Это страшно не только физически. Это символ того, сколько ты отдал игре. И даже тогда ты остаешься удивительно скромным. Ты не превращаешься в человека, который обвиняет мир. Ты просто молча несешь последствия. Это и есть твоя трагическая величина. Ты столько раз спасал ворота, но никто не мог спасти тебя от твоей собственной выносливости. После карьеры ты не превращаешься в неприкасаемого. Чиновники все равно умеют мешать. Обвинять, сдвигать, запрещать. Отнимать должности. Придираться к мелочам. Ты живешь скромно. В обычной московской квартире, хотя твое имя известно всему миру. И при этом народная любовь огромна. На прощальный матч подают 2 миллиона заявок, а стадион вмещает лишь 100 тысяч. Приезжают звезды, уходят эпохи. Ты видишь, что людям ты нужен. Но государственное признание часто приходит формально и поздно. Награды, речи, суета, которая не лечит здоровье и не стирает унижение прошлого. Ты смотришь на это спокойно, почти устало. Твое величие не в медалях и не в грамотах. Оно в том, что спустя десятилетия весь мир все равно говорит: Яшин величайший.
Можно стать лучше тебя по цифрам, по медицине, по условиям. Но отцом вратарей все равно останешься ты. Потому что правила профессии написал ты. Ты – Лев Яшин. И это вся твоя жизнь.